Отличники на месте. Привет, привет. Ну что, как ощущения? Дрожь, дрожь. Илюха, ты заразил этой дрожью, блин. У меня дрожь прям идет, идет. Да, это хорошо. Это хорошо. У меня даже стихотворение есть по поводу этой дрожи. Как-нибудь, Оля, привет. как-нибудь зачту. Давай, прочитай пока. Подключается. Опоздуны. Э, Но у меня нужно в дневничок лезть. В дневничок. Я думал, ты На, наизусть на знаешь. память. Но нет, их много. Их много. Я тот еще поэт. Порядка, порядка 250, по-моему, произведений у меня есть. Вау. Не, я думал, ты гений, но чтобы настолько, блин. Я, конечно, подозревал, блин. Но чтоб ты... А уже издавал книги какие-то, нет? Нет, я на стихи.ру, чтобы в стол не писать. Когда вот как у тебя, ты лежишь, я чувствую, я прям энергию твою чувствую, ты лежишь, тебя прет, прет. У меня вдохновение меня поперло, я знаю, полетел креатив. И вот, вот это Вау. состояние я тоже ловлю. Кайф, кайф. Блин, красава. Огонь, огонь. Нет, творчество это прям круто. Совместить творчество, да, с реальностью, это вообще огонь. Можно уйти только в одну Да. сторону куда-то, а вот вместе это. Оля, как у тебя ощущение? Дрожь идет? Ага. Туда-сюда, вот так прям. Но у меня Колбась. дрожь от перспективы, от того, что мы делаем, Да, сто на процентов. каком пороге мы стоим, да, каких глобальных изменений, что реально тон сделал, да, какие дает возможности, насколько рынок вкусный, насколько он пустой, насколько есть потребность, да, у людей инвестировать в такие проекты. Вот это моя боль была, да, я хотел все, чтобы богатые стали в клубе. Мы искали проекты там по 5, 6, 100% годовых. И тут просто иксы за 4, за 3 дня, когда у меня на счету появляется там десятка миллионов, я такой, вау. Вау, и это только вообще без вложений, по сути, да, на силе сообщества. Просто огромная благодарность сообществу за поддержку, за веру. Как мы стартанули, да, ничего, ни white paper нет, ничего, да, погнали, погнали. Блин, а если Ну, я так упаковать, поняла, еще не все. Я так поняла, что еще не все знают, не все поняли механизм. а Надо вот прям, серьезно говорю, ну вот сказать, делай так, так, так. я тебе, Оля, больше скажу, есть криптоман, тот же Миша Иванов, он до конца не М, понимает эту механику. Вот нам очень повезло с Ильей, что Илья такой, ну просто Сто, гений. тысяча Разобрался в процентов. этом, дал нам этот механизм. Кристина, рад тебя видеть. Кристина, ну вот наше то, что мы загадывали намерение, деньги в легкости. Я вначале сказал, представляешь, у меня в пике получилось 14 миллионов на балансе просто появилось, которые можно перевести. Я такой, блин, фига себе, это просто перспектива. Дальше что мы делаем? Мы сейчас начинаем упаковывать другие продукты в рамках клуба, такие же монеты. А самое вкусное, что мы стоим у истоков, да, можем ходить вначале и делать свои X100, X1000. Это бомба, блин. X7, X79 тысяч можно делать. X79 на одном проекте. А у нас таких проектов в клубе сколько? 140 человек плюс спикеры, плюс еще внешний. Блин, ну, ребят, понимаете, что это запах? Ердов, триллионов просто. Блин, это очень круто. Так, почему так мало сегодня людей? Очень удивлен я. Может, позже подключатся. Ну, ладно. Очень удивлен. Так, Кристина, как ты где? Где ты пропадала? Ты вообще понимаешь, что у нас происходит? Что... Приблизительно. Я вернулась с отпуска только что из просто потрясающего. И думаю, ну как же это должно сейчас проявиться чем-то просто невероятно крутым в моей жизни дальше. И просто сообщение от тебя, поможет. Я такая, ну вот оно. Я не зря танцевала. Вот, но я примерно понимаю, я восхищаюсь, в восторге, пришла внимать и по возможности быть вкладом и так далее. Ну вот я считаю, это чистое воплощение намерения, да? Мы просто упирались, 12 форумов, и такое баба. Илья, что тебе говорят а, высшие силы по этому поводу? Что происходит сейчас? А, ну вот я кофе пью, очень вкусно, круто, кайфово. Что? Мы же
мы же всего лишь игрушки, да, это же все нам не принадлежит. По-моему, все окей. Пока мы в оси, все будет прям очень хорошо. Да, я вот тоже считаю, что это на волне, да, на этом потоке все происходит. Огонь. Мне, знаешь, сегодня посмешил такой комментарий. Я вчера написал в группу одному из директоров Тона. У него есть группа, и я ему написал немножко в 3 словах о инвест-клубе, о нашем проекте, о том, что мы делаем. И я сегодня просто смеялся с комментария. Один парнишка ну, без фотографии, неизвестный, мне пишет: я, говорит, так проникся вашим сообщением, захотел, чтобы вы прокачали мой инвестиционный профиль, зашел в ваш профиль, в мой, имеется в виду профиль, посмотреть на ваши фотографии, а вы там, оказывается, такой лютый дядя, я сразу закрыл. Лютый дядя? А в каком плане? Крутой очень? Я Кто такой лютый дядя? не понял, я не понял. Я вот тоже иногда не я так понимаю, когда люди пишут, ну, это хорошо, это плохо. Как это расшифровать? Непонятно. лютый дядя. Но то, что ты лютый дядя, это факт. Но что он имел в виду, непонятно. Да-да-да. Да-да-да. Круто, круто. Так, у нас форум собирается. Так, ну что, считаю, предлагаю считать открытым нашу встречу очередную. Еще раз поздравляю всех с очень крутым стартом нашего коина. Вначале уже сказал, что вот этот коин, наш Рио коин, дает мощный буст, поддержку нашему клубу. Ну и наоборот, клуб дает поддержку коину. Благодарю всех, кто поверил, кто вошел. Двигаемся очень круто. И самое главное, что я увидел, что это пустой рынок. Пустой рынок для возможностей. Ирен сразу почувствовал волну, сразу стал ее прикручивать к себе. Классный подход, взгляд на свой проект. И вот я хочу, чтобы все тоже рассматривали не просто, да, хайпануть, заработать, а как это можно через эту механику сделать пользу миру. Ну и себе, конечно. Еще раз благодарю всех, кто верит в проект. Мы идем в долгую. Значит, что состоялось? В понедельник состоялось собрание основных акционеров, владельцев акций. По-моему, у нас 45%, да, Илья? Принято решение не продавать коины. Так что играем по-взрослому. То, что на нас хайпят, зарабатывают и свечки и так далее, я считаю, это хорошо. Акционеры основные понимают, куда мы идем, зачем идем. Мы все это собрали на коленке, без white paper, без понимания, без рекламы, и уже такие результаты. Мы сейчас допиливаем все основные моменты. Вчера была встреча с командой. В команде есть и копирайтеры, и твиттеры. У нас есть план уже обрисованный в общих чертах выхода на мир, как развиваться. Каждый день мне приходят новые идеи, как двигаться дальше. Я понимаю, как вовлечь в наш процесс таких мощных ребят, как Сергей Полонских, Алекс Яновский, ну и так далее. Все, кто участвовал в наших форумах, а это больше 30 тысяч человек, это потенциальные наши соинвесторы. Ну, это еще без рекламы. Это просто на внутренних ресурсах мы уже вышли на такие обороты. У нас сейчас, по-моему, на 300 с чем-то тысяч, да, на FDV, Market Cap. То есть осталось нам чуть-чуть до миллиона, и мы выходим на новый уровень, на новые горизонты. В общем, еще раз всех благодарю за веру в проект. Очень вас люблю. И для меня, в первую очередь, это механика каждому из вас дать возможность делать свои иксы. Не только чтобы клуб окупался, но чтобы вы могли эти деньги вкладывать дальше в свои проекты, развитие мира, путешествия. Приехали в Рио, где-то еще встретились. Напоминаю, что 25 июля встреча в Батуми офлайн, 1 августа встреча в Дубае. Планируем встречи в Минске, сегодня были переговоры. Планируем встречи где еще? В Майами, в Рио-де-Жанейро и так далее. В общем, всех очень рад видеть, всех благодарю за поддержку, двигаемся. И самое главное, что хочу подчеркнуть, когда мы будем масштабировать, а сейчас я хочу некий сделать переформат, дополнить, да, формат Рио-клуба, скажем так, что это будет продюсерский центр ваших проектов. То есть приходите с проектами, мы, используя нашу механику, наши возможности, наших инвесторов, бустим ваш проект, мы выходим на иксы, и это вин-вин для всех. У рынка боль.
95% на рынке скама. То есть есть классная механика, но нет твердого. У вас у всех есть твердые продукты, у нас твердый клуб. И когда мы даем что-то твердое и оборачиваем эту механику, это выигрывают все, весь мир. Илья, благодарю тебя отдельно за эту возможность, за то, что подарил вот эти классные ощущения. Когда мне прибавилось 10 миллионов на балансе, в пике было 14 миллионов. Я так сказал, вау, вау, это знак. Ребята, мы на правильном пути. Двигаемся дальше. Всех приглашаю на 13-й форум, который начнется 7 июля. Илья, тебе слово. Я просто в дрожи. Кстати, Илья любит это слово дрожь. Не вибрации какие-то западные, а дрожь. Надеюсь, чтобы у всех шла вот эта вот дрожь, вот этот кайф, предвкушение, этот запах ярдов. Но опять же, эти ярды, которые будут, это не про деньги, это про пользу, наш вклад в мир. Илюха, давай жди по программе. Да, ребят, всем привет. Спасибо, Андрей, за представление, за дрожь. Каждый человек, наверное, когда про него начинают говорить, испытывает вот эту вот самую настоящую дрожь внутри. Почему не вибрации, почему не энергии? Потому что это иностранные, для нас не близкие слова, не в той культуре, в которой мы воспитаны, лексической, и поэтому они не знакомы нашему внутреннему. Мы слышим, но мы слышим головой, но мы не слышим телом. И для меня это очень важно. Я люблю изучать в том числе русскую культуру, русские сказки, русскую письменность, словесность, ну и много чего люблю изучать просто потому, что у меня много, слава богу, много есть свободного времени, которое я люблю посвящать развитию. Всех приветствую, кого я знаю, кого я не знаю. Я, к сожалению, сегодня с телефона, ну или к счастью, да, оторвался от ноутбука. Я вас всех поздравляю с тем, что мы находимся на самой начальной стадии. Андрей правильно сказал, мы только-только стартанули, и по нашим результатам можно сделать уже определенные выводы. На нашем графике, на графике монет, если вы откроете DexScreener, виден был приток интереса к монете на начальном этапе. На нашем графике видно, как мы прошли стресс-тест, который происходит тогда, когда человек сразу сливает большое количество ликвидности. Вчера некий кошелек, мы не будем говорить, кто это, но мы его обязательно найдем. Одно известно точно, что этот человек не из нашего первого Рио-сообщества, да, это кто-то, кто познакомился с проектом на стадии, когда мы подготавливались выйти на DDAS, и он вовремя закупился и как бы вот вышел на $7 тысяч. Ну, я так понимаю, он сделал свои 10 иксов, ну, и я думаю, что он счастлив, Андрей. Прям вот, мне кажется, он счастлив. Слушай, интересно, когда он увидит, что мы еще сделаем x10, x100, он будет кусать. Да. Поэтому, здесь он сейчас вышел и опять вернется. Судя по росту и динамике, я думаю, он возвращается обратно. Вот про это я тоже хочу сказать. Мы наблюдаем ряд кошельков, которые повыходили на первом же серьезном росте и потихоньку, осознав, видимо, что-то, начали эту монету откупать очень небольшими кусками, как мы рекомендовали. Почему? Потому что у нас пока нет разработанной методики работы со снайпер-ботами, что тоже, в принципе, как пояснил администратор DDAS, DEX, он сказал, ну, ребят, ну, а что вы хотели? Только хорошие проекты привлекают снайпер-ботов. Ну, частично здесь с ним можно согласиться, ну, частично я с ним, конечно, не согласен. Почему? Потому что я так понимаю, что помимо хороших проектов, снайпер-ботами могут работать люди, которые каким-то образом знают, да, про нас, какие-то злоумышленники, которые хотят на этом заработать. Ну, и это тоже как бы разворачивается в хорошую сторону. Почему? Потому что мотыльки всегда летят к свету, так? То есть они же чувствуют, что да, окей, тут есть движух, тут можно заработать. Но сразу хочу предупредить, в прямом эфире мы все это видим, мы все это
контролируем, принимаем определенные меры, готовим сейчас программное обеспечение для того, чтобы для того, чтобы это было более автоматизировано и безопасно для участников. Пока от себя хочу еще раз попросить, если вы заходите в монету, пожалуйста, дробите сделку не превышайте $250 за одну покупку. Это очень важно, потому что снайпер-бот, наверное, повторение мать учения, да, снайпер-бот это такая, для тех, кто будет смотреть записи или кто не в курсе, как это работает. Когда вы что-то покупаете на Дексе или на Цексе, на любой площадке, цена всегда идет вверх. То есть, если вы покупаете, цена растет. Если вы продаете, цена падает. Чем больше капитализации и ликвидности у актива, тем меньше одна конкретная покупка и одна сумма конкретной покупки влияют на движение цены. Соответственно, чтобы пошатать цену вверх или вниз, нужна более существенная сумма. Это понятно. И если вы приобретаете монету, например, решили приобрести на какую-то сумму, ну, допустим, $1000, к примеру, программное обеспечение снайпер-бота видит ваш ордер-блок. То есть как только вы на Dodasте размещаете заявку, где-то у злоумышленника срабатывает алерт программный, что сейчас Вася, там, Коля, Катя, Света, Кристина будут заходить в сделку. И, естественно, этот бот успевает подложить свою сделку перед вашей. То есть он покупает на какие-то, допустим, $100 или $500, но ключевой момент, что он покупает перед вами. И после того, как вы завершаете свою транзакцию, естественно, стоимость вырастает. И он сразу же закрывается, фактически снимая часть ликвидности из проекта, ну и, собственно, зарабатывая на этом деньги. Ну, это еще один из механизмов. Если кто-то нас слушает, как здесь можно заработать, пожалуйста, вот далеко гадалки ходить не надо. Я лично считаю, что это не очень экологичный способ. Ну, для кого ок, но никто никого осудить не может. Очень Можно интересно. вопрос? Да, конечно. Да, Илья. Привет. Это получается, он на разнице, на этой разнице он себе зарабатывает. Я Да, так все правильно? верно. Да, все верно. То есть вот он купил перед тобой, ты заходишь на 1000, он перед тобой купил на 500, а продал, допустим, на 530. За счет того, что твой большой ордер-блок вызвал прогнозируемый рост цены. Он Понятно. продал за 530, 30 баксов себе в карман положил, 500 ликвидности он также оставил, сидит, метится в будущие сделки. Сейчас мы работаем с этим за счет уменьшения суммы ордера для того, чтобы ему не так интересно было. Почему? Потому что чем меньше сумма ордера, тем меньше мы вызываем увеличение цены в моменте. Окей, это тоже очень важно. Те, кто сейчас нас смотрит, мы продолжаем расти. Мы сейчас скорректировались, мы продолжаем расти, и мы с вами поговорим, за счет чего мы будем расти дальше. Но пока мы не разработали вот эту вот механику, точнее, пока она у нас в процессе, вы можете не увидеть вот таких вот бешеных свечек, да, которые были там на начальном этапе. Ну, я считаю, это очень хорошо. То есть мы разговаривали с Александром, который, я так понимаю, имеет отношение к банковскому делу. И он говорит, что постепенный рост это хороший показатель в мире традиционных финансов. Я с ним согласен. Ответил на твой вопрос? Да, спасибо. Спасибо, Антон, что задаешь вопросы. Ребят, чувствуйте себя абсолютно свободно, включайте микрофон, задавайте вопросы, потому что, видите, я сегодня без презентации, без материалов, поэтому правила живого микрофона включаем и поехали, если есть вопросы. У меня вопрос, Илья. мне- Давай сразу по программе. Ты хочешь добавить что-то? Нет? Извини, перебил. Да, давай. Давай, значит, вопрос, смотри. Давай все-таки итоги 5 дней, да? Кто не знает, это обычная ситуация с такими токенами. Что происходит на рынке, чем мы отличаемся? Давай как-то сравнительнее. Просто я вот, например, тоже не понимаю, да? Другие проекты, 95%, вот скамовские, они также выходят?
или по-другому? Можешь некий сравнительный анализ дать? Как вот можно нам Да, репликировать наш успех на всех участников клуба, Рио Инвест клуба, ну и дальше идти, помогая другим хорошим проектам масштабироваться? да, это очень хороший вопрос, Андрей, и ответ на него следующий. Многие проекты могут позволить себе достаточно быстрый взрывной рост. За счет чего? За счет того, что они могут использовать, ну, скажем так, хитрить, использовать механику тех же самых ботов. Тех же самых снайпер-ботов или программное обеспечение можно использовать себе, ну, скажем так, не знаю, можно назвать это пользой или не можно. В конечном итоге это стрелять себе в ногу, но кто-то считает, что это можно использовать для раскачки своего токена. То есть как это делается? Основатель раскидывает какое-то количество денег на там 10, 20, 100 кошельков и активно начинает в самом начале покупать. Это видят окружающие, это видят люди, которые не понимают сути проекта или не знают сути проекта. Они начинают в этот проект заходить, и в какой-то момент времени основатель этого проекта вытаскивает всю ликвидность со всех своих кошельков, продает монеты. Эта технология называется раг-пул. Чем мы отличаемся от других проектов по графику? Мы очень корректно прошли вчерашнюю проверку. То есть мне очень понравилось, что вот какой-то человек, спасибо тебе большое, который вытащил свои 7 тысяч долларов, это очень хорошо ударило по стакану в нашем положении. Почему? Потому что у нас на вчерашний день было 65, по-моему, тысяч ликвидности. Ликвидность отличается от market cap и от ФДВ. И когда он ударил по ликвидности, мы очень сильно просели, но мы быстро вернулись на исходную позицию. То есть люди стали откупать. И это очень хорошо. Почему? Потому что успех проекта зависит прежде всего от комьюнити. Успех проекта зависит от того, насколько люди верят в проект, верят в то, что этот проект принесет им какие-то определенные... Ну, кто-то сидит в проекте, потому что верит, что эта монета даст иксы, ну, или там игреки, кто во что верит. Кто-то сидит в проекте, потому что знает, что у монеты есть утилити, и она ему пригодится, и монета будет расти за счет утилити. Кто-то сидит в монете по какой-то другой причине, потому что он инвестор, например. Да, есть такие люди, которые пока не разобрались, но они верят в человека, верят в проект, верят в то, что этот человек мощный, энергетически, выведет проект на совершенно другие высоты. И в крипте сейчас это сделать очень просто, как вы видите. Почему? Потому что у нас нет механизма регуляции, в отличие от акций, пока нет механизма регуляции. У нас за счет прозрачности все достаточно быстро и просто делается, и это позволяет сейчас, как вот много раз я повторял свой нарратив, что если мы хотим создать, приумножить капитал достаточно быстро и мощный капитал, важно использовать инструменты крипты. И, слава богу, мы начали это делать. Чем мы отличаемся от других монет, это фундаменталом. Суть в том, что монету может... Я специально показал это в открытом источнике, и мне важно было, чтобы это мог увидеть любой человек. Вы можете создать монету каждый абсолютно легко. Это точно так же делается на эфириуме, на блокчейне эфириума, на блокчейне Соланы, на блокчейне Космоса. Если вы захотите, вы можете создать эту монету, ну, не буду говорить за 5 минут, но пускай за час, за 2. Окей, но всегда встает вопрос, а что дальше? И дальше мы с вами должны понимать, что основные составляющие успеха проекта, как я уже сказал, это комьюнити и фундаментал. Есть монеты с комьюнити, но без фундаментала. И есть монеты с фундаменталом, но без комьюнити. И здесь успех возможен, но не очевиден, не так очевиден, как в нашем случае. Почему? Потому что у монеты Ripcoin есть фундаментал, который основан на построенном, на работающем Рио Инвест клубе, который на данный момент времени может похвастаться
я считаю, значительными результатами не только по образовательной деятельности для начинающих инвесторов, но и по организационной деятельности для инвесторов, которые имеют некий опыт. Более того, инвестора и участники могут вырасти. В частности, я, например, вырос благодаря Rio Invest клубу. То есть я не привлекал никаких инвестиций. То есть в меня инвестировали друзья и знакомые. Но это, знаешь как, это было фактически на доверии. Благодаря Rio Invest клубу Андрей мне сказал, ну давай делать. Ты же работаешь, почему тебя не попробовать? Ну давай делать. Все. То есть Rio Invest Club дает хорошую фундаментальную площадку для людей, для комьюнити, для сообщества, которые находятся в контексте инвестирования. И это очень важно. Почему? Потому что таких проектов на самом деле, я бы не сказал, что мало, их, наверное, вообще нет. Почему? Потому что работа с инвестициями, работа с новыми проектами, ну, это на самом деле достаточно большая ответственность, и люди формируют клубы, вот как, например, клуб 100 или еще какие-нибудь клубы возможно, по каким-то интересам, пообщаться, повзаимодействовать, но я не встречал такого, чтобы люди стремились создавать совместные пулы. И здесь, в клубе, эта механика очень хорошо представлена. Она сейчас опробована на формате на коленке, как это называется. И это дает очень хорошую возможность перенести все это в понятную, четкую структуру DAO, про которую мы с вами уже тоже не раз слышали. Ну, кто не слышал, можете Можно я посмотреть тут поясню наши встречи. Илья, добавлю, да, немножко. Благодарю за речь. Сейчас попей чайку. Для тех, кто смотрит записи, кто не в курсе, мы практически уже год проводим. 12 форумов прошло. С сентября плотно взаимодействуем с Ильей. И вот за 9 месяцев как раз созрел этот продукт, и он выстрелил, этот наш коин. У нас были в декабре, по-моему, жаркие дебаты, да, когда ты говорил, что надо внедрять срочно коин. Я говорил, куда ты еще не готовы. Потом еще встречи были, уже прописана оргструктура, прописаны схемы. Мы готовили немножко другую схему, да, ведь вывода. Почему бы тогда разработчиков приглашали? Почему мы сейчас прошли этот путь и не стали тратить сотни тысяч долларов, а сделали это другим путем? Потому что появилась новая возможность в Телеграме или как, Илья? Поясни, пожалуйста. Ну, потому что мы находимся в общем поле, и Кристине тоже большое спасибо. Она же всегда говорит, что нужно все делать легко, упрощать, еще больше. Но на самом деле это небольшая шутка. Мы пошли просто от печки. То есть до этого мы с тобой разговаривали про создание DAO, и это большая структура, которую мы по-прежнему с тобой будем писать. Эта задача стоит перед нами. Но она упростилась благодаря тому, что мы сделаем это сейчас в Телеграме и в Тоне, в блокчейне Тона. И затраты будут совершенно другими. Более того, я думаю, что в процессе работы эти затраты будут сопоставимы с зарплатой программистов, которые у нас теперь будут работать. Вот. А мы пошли от печки. То есть мы с тобой нашли... А что зажигает людей, да? А что может являться искрой? Что может являться вот этим вот очагом, от чего может разгореться пожар? И мы нащупывали, искали, да, то есть я попробовал так, давай DAO, нет, пока что-то не идет, давай вот это. Я тебе несколько раз говорил, у тебя талант давать человеку понять, если он слышит. Если человек слышит и может внутрь себя посмотреть, как бы когда человек вам говорит, нет, еще рано, или нет, вот давай вот по-другому, это не означает нет. Нет никогда не означает нет. Нет означает, а что внутри можно поменять? Что можно попробовать другой подход? Как еще можно сделать, чтобы вот это зажглось? И наша с вами задача общая, если мы с вами комьюнити, разжечь костер. Почему? Потому что про фундаментал я вам уже сказал, но сообщество
Сообщество – это очень важная составляющая, как мне кажется, она может быть даже и важнее фундаментала. Если мы с вами будем понимать и гореть этим проектом, то тогда нет никаких преград перед нами. Почему? Потому что рост сообщества, кратный рост сообщества приносит экспоненциальный рост стоимости актива, ну и, соответственно, возможностей, которые получают участники. И наша с вами задача, то есть для меня важно, да, вот то, что важно создать что-то такое, от чего люди начали гореть. То есть, чтобы вот огонь был внутри вас, ощущайте, как этот огонь может разгораться, как он может приводить к каким-то результатам. Ушел опять в метафизику, ничего страшного, меня иногда заносит. Возвращаясь к коину, про силу комьюнити. Смотрите, есть ряд примеров в истории, где где стоимость токена выстроена только на силе комьюнити. Ну, я не побоюсь этого слова, наверное, и биткоин в том числе вырос за счет веры комьюнити 100%. Понятно, что у него есть... По сути, вот если разбираться, что такое доллар, да, это тоже просто в него верят люди. Вот если мы верим в наш рик, да, все, у него будущее есть. Это, по сути, вера. И вот как раз вот все наши форумы и клуб – это про доверие и про веру. И, ребята, еще раз огромная благодарность за то, что вы не на словах, а делом, рублем показали, проголосовали, вошли. И тут вин-вин. Рост монеты. Вы получаете иксы. Оля, сколько? 33 икса? Оля, скажи, включи камеру. 36, да? И это только начало. Да, было 33, да. Немножко просели, но все равно 26. 26 иксов. Где я такое могу, да? Да-да-да. А самое интересное, то, что вот твой вклад, да, он на пользу всей монете, да, мы все равно растем, повышается ликвидность. И вот эта вот ситуация, когда со всех сторон вин-вин-вин, это просто уникально. Отдельная благодарность всем участникам, еще раз, Кристина, тебе, сегодня с Сергеем Полонским общался, ему благодарность, что он меня тоже вдохновляет на масштаб, где-то тоже есть его вклад, да, во всем этом. Как он себя ведет, как он позволяет себе жить, какие проекты, да, какими категориями мыслит. Я хочу, чтобы каждый из вас перешел на вот этот масштаб, уйти, знаете, от местечкового такого на себя, да, а попытаться просто, сдвинуть парадигму мировые. Ну, этим мы и занимаемся. Илья? Да, и по поводу иксов тут очень важно, знаете что, тут ведь как и эмоциональные качели. То есть, когда я видел 33 икса, а сегодня я вижу 26 иксов, тут важно вот этот вот момент отслеживать, что все просел. Да какой просел, дружище, ты только что ты сделал x26. И тут важно как бы смотреть на свой эмоциональный склад, потому что многие испытывают чувство фома, страх упущенной выгоды. Там по поводу того, что если бы я продал вчера, то у меня было бы 33 икса, а сегодня у меня 26 иксов. Добавлю, не поверишь, когда он залетел, да, 14 миллионов, потом раз у меня на десяточка такой, так, 4 ушло минус. Потом, так, не туда фокус. Тут же десятка просто образовалась. Зачем я смотрю на негатив? На самом деле это наш выход туда смотреть, да? Вот всегда останавливайтесь и думайте, а зачем я так думаю? Мне это выгодно так думать? Вот она рефлексия, да? Мне вообще выгодно вот быть в негативе, что весь мир фигня, да, и денег нет. Ну так и будет, мир подтвердит. Выгодно верить, что вокруг триллионы? Ну так и будет. Вот это вот про то, что мы с Кристиной, да, с первого форума толкуем всем, вот оно воплощается в иксы. Илья. Да, и это очень важно. Это называется, в крипте это называется FOMO. Вы можете загуглить расшифровку, но в двух словах это боязнь упущенной выгоды, да. И у человека так работает психология. Почему? Потому что я вспоминаю книжку, чтобы быть точным. Потому что страх потерять, он, по-моему, 8 раз сильнее. То есть вот не то, что страх, да, страх же он всего лишь эмоция.
тот эффект, который вызывает чувство страха, в 8 раз сильнее, чем тот эффект, который вызывает чувство получения, чувство того, что ты что-то получил. И это очень просто. Это просто наша физиология. Надо это понимать. И для вас, уважаемые инвесторы, я говорю, те иксы, которые мы видим сейчас, это только самое начало. Dogecoin, к примеру, который зародился в 2013 году просто как шутка, просто как хохма, не имея под собой вообще никакого фундаментального основания, никакого абсолютно. Сейчас претендует чуть ли не на следующую монету, которая после Solana будет претендовать на ETF американский. Ну, то есть ETF это типа некого сбора для обычных граждан. То есть обычные граждане смогут инвестировать в том числе в Dogecoin. И это очень важно. Я, наверное, уже раз 3-й или 5-й повторил про комьюнити, про силу сообщества. Я хотел бы, чтобы вы еще понимали, как это работает. Есть такая штука, как panic sale. И когда, например, один человек продает, второй человек видит, что он продает, третий человек видит, что он продает, четвертый человек видит, что он продает, и это вызывает лавину. Лавину продаж. Лавина продаж приводит к чему? К тому, что мы очень быстро теряем стоимость и ликвидность. И это очевидно, я вам про это уже рассказывал. Поэтому всегда, когда у вас возникает ощущение FOMO, вот это вот упущенные выгоды, начинайте с вопроса: кто основатель проекта? Что он делает для проекта сейчас? Какие у него планы на развитие проекта? Насколько этот человек или команда энергетически емкие, и будут ли они впрягаться и вести этот проект дальше, в том числе стараясь откупать ту просадку, которая образовалась. И отвечая на этот вопрос, мне лично становится легче. То есть я опытный криптан, я очень часто испытывал чувство фома, я видел очень большие иксы у себя на кошельке, видел очень большие иксы, которые у меня по какой-то причине уходили, и я как бы через это прошел. Вот, Андрей, у нас даже бизнес-идея может родиться, это психологическая помощь тем, кто ощущает чувство фома. Нет, параллельных бизнесов возникает просто столько. Ну, вот сейчас задача как раз удержать фокус на наших ярдах, на масштабировании, на продюсерском центре. Параллельных столько соблазнов. Вон я посмотрел, сколько желающих получать деньги, да, нужна помощь в переводах, но это целый поток, да, это денежный поток, там на комиссиях можно. Кстати, принимаем и от юрлиц, обращайтесь. Ну, все равно должна быть суть твердая, и вот мы двигаемся к этому масштабу, и это классно. Илья? Да, и благодаря вот этому движению перед нами вырисовывается основная задача. Основная задача – это развитие комьюнити. Давайте про развитие фундаментала мы с вами пока оставим это за скобками. И важно понимать, что основная задача перед проектом – это развитие нашего комьюнити. У нас для этого должна быть проделана определенная работа, которую мы уже выполняем, которую мы распланировали, есть стратегия, есть определенное понимание, как мы пойдем на рынок Бразилии, есть определенное понимание, и в чате нам постоянно пишут: ребята, они сами нас толкают, ребята, вы тут на русском задолбали, пишите на английском, мы хотим к вам в сообщество, и вот это тоже очень важно. Илья, я Важно дополню, взять просто в мире реально нехватка твердых проектов, да, люди все ищут. Я сегодня общался с ребятами в Беларуси, они написали, у них бот, все, и они что, помогают выбирать проекты, да, и очень интересно, что у нас есть твердое, и в клубе мы можем давать. И вот когда есть что-то реальное, да, и есть куча механик, которые мы можем наложить, вот она происходит синергия, магия. Потому что люди, очень многие хотят инвестировать. И инвестируют 98-95% скама, веря, что они найдут до золота. И вот мы даем это золото. Ну, это же сказка. Такой, исторические моменты проживаем, я считаю. Это переход в новую эру. Web3, да, называется, Илья, правильно?
Ну, ты знаешь, это, конечно, игра слов и, может быть, даже передергивание. Я уже даже веб-5 встречал. Некоторые проекты там уже анонсируют. Тут тоже нужно быть очень внимательным и разбираться в понятиях, что такое веб-3, что такое веб-2, почему. И Но все то, равно, что давай ты с другой стороны делаешь, подойдем. Смотри, даже не по названиям, а по смыслам и по скорости изменений. Вот если традиционный бизнес, да, недвижка, стройку мне предлагают. Вот был созвон вчера в Сочи, стройка, год-два. Доходность такая-то. Либо тут, там доходность проценты за эти 2 года какие-то там копейки, не знаю, 20-30%. И тут за 5 дней с нуля просто бешеные иксы. Понимаете, сейчас вот новый этап, да, новые вибрации, извини, дрожь, новая дрожь, новые скорости. И если мы не в этом, не в потоке, то мимо проходит. Мимо капитала. Сейчас идет перераспределение капиталов. Я думаю, даже создание новых капиталов, новые смыслы. Ну, а старые активы, они теряют свою значимость. Поэтому очень рад всех видеть, что все вместе двигаемся дальше, только вперед. Илья. да, и тут очень правильно то, что ты говоришь про недвижимость, про стройку. Я такой же консервативный инвестор, точнее не так, у меня есть часть консервативного портфеля, и вопрос всегда в том, какие риски вы на себя принимаете. И тут опять отсылка к сообществу. Вот, ребят, весь мой спич, он посвящен сообществу и фундаменталам. То есть как только мы начинаем анализировать те риски, которые мы хотим сейчас на себя принять, мы должны посмотреть в то, на чем этот проект собирается строиться, кто этот основатель, есть ли за ним твердая база, кто эта команда, есть ли за ними твердая база, насколько твердые их обещания. То есть вот пообещали сделать, пообещали опубликовать вехи проекта в понедельник. Опубликовали или нет? Опубликовали. Обещали сделать то, сделали или не сделали. Окей, не сделали, почему? Это тоже очень важно. Илья, можно сразу вопрос? Мы обещали 79 Да. тысяч иксов или просто у нас это цель? Я сразу хочу понять. Просто нас вдохновило Андрей, одно из занятий с Ильей, пример Dogecoin, 79 не иксов, 1000 иксов. Я такой, блин, хочу, погнали. но это был не Dogecoin, это была другая монета. Shiba Inu сделал 1 000 000 иксов, Андрей. Так, мы не туда целимся. Меняем курс. Все. Пока среди нас Кристина, Андрей, нужно целиться прям в самой... Давайте ей правильную установку, иначе сейчас она начнет Это точно. визуализировать. Кристина, Да. привет тебе, давно тебя не Задание надо видел. поставить, правильно. Да. Да. Только вчера ехал в машине, вспоминал про Кристину как раз. Огонь, огонь. Как-то давайте вопросы позадаем. Немножко Да, разрядим основную мой программу мы спич. закончили, все Монолог. вопросы. Знаешь, какой еще вопрос? Почему сейчас самое лучшее время инвестировать в токен? Потому что мы прошли проверку. То есть сейчас намного надежнее, чем до этого. Почему? Вот когда был самый пик старта, когда идет гиперболический рост, на самом деле время хоть и самое прибыльное, но самое рискованное. Для тех людей, которые понимают и хотят минимизировать риски, сейчас время лучше. Почему? Потому что мы по-прежнему на самом старте, потому что мы по-прежнему только-только начали, потому что по-прежнему у всех в команде горят глаза от этого проекта, потому что по-прежнему фундаментал монеты остается, потому что по-прежнему перед нами как минимум насколько до 79 тысяч нужно еще вырасти. Есть запас еще. Перед Есть. нами дорога, которую есть огромный запас и огромный потенциал Лена, скажи, пожалуйста, вот смотри, роста. X36 у нас было, да? Вот у Оли. Вот эти вот пики, они плохо, хорошо все-таки глобально? И это только в начале, да? Потом уже не будет такого, потому что больше будет у нас капитализация. Правильно я понимаю? Вообще, как относиться к начинающему инвестору? Вот эти вот такие свечки.
плохо, хорошо, или норма, значит хорошо, значит кому-то это интересно. Ну, на самой ранней стадии это хорошо. Это очень хорошо, и это нормально. Почему? Потому что на самой ранней стадии очень легко нарисовать большую свечу. Да, то есть на самой ранней стадии те же самые там 1000, 2000, 5000 долларов могут дать такую свечу, что мама не горюй. Попробуй сейчас, например, нарисовать даже миллионом долларов какую-то ощутимую свечу на графике биткоина, ну и ты поймешь, как это работает. То есть чем больше капитализация проекта, чем больше участников проекта, а именно поэтому, как я вам и обещал, я буду всегда говорить про сообщество и про комьюнити, именно поэтому важно комьюнити. Чем больше количество участников, которые, грубо говоря, держатся за руки, тем сложнее просесть в моменте. Конечно, это сказывается отрицательно на больших свечках, но это очень положительно сказывается на общей тенденции роста. То есть мы все равно вырастем до своих желаемых иксов и сделаем это намного безопаснее. Илья, вот смотри, я вот сам смотрю на эту свечку, да, и такой думаю, вау, когда он поднялся сильно, да, ведь хорошо чуть продать, когда он откатился, докупить. Вот как кто в долгосрок играет, правильно по этой стратегии действовать, да? Когда он сильно поднялся, значит, кто-то разгоняет, можно немножко продать. Когда он сильно упал, купаем. Или как ты Ну, на посоветуешь? самом деле, вы принимаете свое решение самостоятельно. Я вам скажу из статистического опыта. Зарабатывает намного больше тот, кто имеет для себя горизонт планирования. Например, по тому же самому биткоину заработал больше тот, кто еженедельно просто на какую-то сумму себе докупал этого биткоина на определенном промежутке времени. А когда ты занимаешься трейдером, то есть то, про что ты говоришь, это трейдерство. Тебе важно учитывать, что ты платишь комиссии за купил-продал. Это важно считать. А помимо этого, помимо того, что ты платишь комиссию, ты можешь своей покупкой или своей продажей вызывать движение рынка. То есть ты становишься манипулятором. Когда ты держишь монету, ты одна сущность, когда ты трейдер, ты другая сущность. Трейдер манипулирует рынком, и любая манипуляция может, ну, как эффект бабочки. Любой человек производит определенное влияние на рынок. Не, ну, Каким знаешь, вот образом себя... есть и люди, наверное, я такой же, да, иногда хочется так нервы пощекотать. Вот есть некий депозит, вот, как бы ты рекомендовал? Это 10% можно вот поиграться, да, скинуть наверху и докупить внизу. Ну вот кому хочется, да, кому хочется проверить. Вот мне иногда хочется проверить, правда ли это, да? Можно ли сделать x2? Наверху. Нет, но конечно, вы можете продавайте, то есть это ваше право, какую-то часть монет кто-то, например, зашел на $1000 и думает, я сейчас видит там в кошельке у него там $5000, и он имеет полное моральное право как бы достать какую-то часть денег для себя, Я про другое пощупать говорю. их. Вот есть правильно такая тактика, да, вот кто-то пампит монету, вот она стала, например, стоить в 3 раза, в 4 дороже, да, в этот момент раз скинуть. А она провалилась, докупиться. Вот по такой тактике правильно двигаться, если мы будем все так делать, или нет, это нехорошо? Ну, это трудно оценить, правильно или неправильно. Тут каждый должен делать для себя свое собственное решение. Я хочу напомнить, что любой рынок – это всегда игра с нулевой суммой. Биткоин – это игра с нулевой суммой. Любая акция – это игра с нулевой суммой. И важно понимать, что если вы покупаете дороже, то вы закрываете деньги об кого-то другого. То есть вы делаете в моменте хорошо, прямо сейчас, в моменте неплохо для себя, и это нормально себе хорошо делать. Но общее влияние на рынок негативно. Вот и исходя из этого принимайте решение. Огонь, огонь. Благодарю, Илья. Так, от себя добавлю по поводу токена, почему он обладает стоимостью. Сейчас мы в процессе создания white paper, это такой описательный документ для выхода уже на международные рынки. Один из моментов ключевых, то, что этот токен у нас будет включен в механику клуба, то есть будут задействованы спикеры,
подключение в проекты спикеров. Скажем, кто-то заходит в рамках клуба в проект, другой совсем, да, недвижимость, ВБ и так далее. Определенная доходность будет идти сразу в токен. Заходит кто-то новый участник в клуб, определенный процент с этой суммы идет в токен. То есть, понимаете, это будет все играть на укрепление токена. И вот такие механики внедряя, мы повышаем капитализацию. Илья, я правильно все говорю? Да, все верно. Все верно. Так, у нас Игорь. Ага. Вчера своим инвесторам я уже пообещал дополнительную доходность в Рик-коине. Жду от них кошелька и выплачу им бонусом добавку в Рике. Огонь, огонь. Так, Игорь у нас Наров поднимал руку. Игорь, привет, рад тебя видеть. Давай. Вопрос Да, твой. привет, друзья. Созрел такой вопрос. Вот у меня бизнес есть, и в этом бизнесе 10% я откладываю, ну такой, как говорится, в резервный фонд. А если от каждых, как говорится, полученных активов, ну то есть от полученных денег 10% инвестировать в токен Рио, да, то есть получается я как бы так деньги держал, грубо говоря, там в чулке, а сейчас я могу откупать. Появилось у меня 10, ну, там 10%, ну, там, грубо $100, откупил. Потом еще появилось там еще 300, откупил. То есть это же инвестиционная стратегия, она может мне позволить увеличить свой актив вот этих резервов. Правильно, Илья? Да, все верно. И за счет роста токена я как бы могу даже больше получить в резерве денег. И плюс у меня деньги, ну, сохраненные, потому что на самом деле вот то, что сделал клуб Рио, это, знаете, как я для себя вот оценил, это как создали свое какое-то государство, сделали свою расчетную единицу, и эта расчетная единица работает для нас, обеспечивая наши потребности. То есть вот для меня как-то это так вот история получилась. Да, вот и я сейчас понимаю, что для своего бизнеса, там, ну, линейного бизнеса, обычного земного, я могу в этом токене тоже резерв свой сохранять. Верно? Да, это очень хорошее замечание. И более того, у нас в организационной схеме DAO прописана примерно такая же структура, когда доходность от пулов, любой участник, получающий доходность от пулов, ему будет предложено инвестировать в пул, как бы в еще больший пул, то есть пул пулов так называемый. И да, мы это разработаем, но ты же сейчас говоришь про свою личную стратегию. Тут каждому важно решить для себя и разобраться, в какие инструменты и как он складывает. То есть лично у меня очень хорошо работает стратегия, которую я применяю давно и везде, 30-30-30-10. И на структуру DAO я эту стратегию тоже предлагаю накладывать, она у нас в обсуждении находится. Стратегия, которая предполагает, что у меня три трети активов находятся в разных формах инвестирования. Это приводит к моей определенной устойчивости. Причем каждая треть может быть разделена еще на 3 куска. Ну, в некотором месте у меня 5 кусков, поэтому стратегия такая достаточно плавающая. А 10% у меня предназначены для рисковых и высокорисковых инвестиций. Но тут опять возникает вопрос, а что для тебя риск? Можно добавлю? Вот фактически, когда написано на бумаге вот такая стратегия, это позволяет спать спокойно. Что бы ни было, да? Свечки, не свечки, вот Илья двигается по ней и все, как паровоз. И вот это вот очень правильный путь к богатству, ну, всегда, да? Не дергаться, да? Вау, что-то взлетело, что-то поменялось. Так, стратегия, что написано? Все делаю. Классный подход. Да. И еще, Илья, благодарю тебя за то, что ты вот грамотно рассказал вот именно два понятия. То есть ты инвестор, да, или ты трейдер.
Блин, вот для меня сейчас стало четко понятно, что на самом деле трейдер это тот, кто работает с активами, пытается на них заработать, ну, купи-продай, просто спекуляция, да. А инвестор это тот, кто вложил, держит, когда нужно, выводит и уже, ну, дальше вкладывает, куда ему нужно. И вот это вообще круто ты сказал, что ты кто, определись. Или ты хочешь торговать, или ты сохраняй, приумножай. Ну да, Благодарю. все верно, и причем никто не мешает быть одновременно и инвестором и трейдером, да, то есть раздели свою корзину, но, как Андрей говорит, просто не дергайся, как вот это вот кино, Вицин же, по-моему, да, не дергайся, вот это вот дергание не приводит ни к чему хорошему. Во-первых, почему? Потому что идут волны по воде, круги по воде. Не только на тебя самого распространяется твое эмоциональное состояние, но и на тех людей, которые находятся с тобой в одном поле, то есть в одном проекте, если мы говорим про взаимодействие с каким-то конкретным проектом. Поэтому очень важно, и это является фундаментом, то, что Андрей транслирует на весь мир. Это культуру инвестирования, которая благодаря форумам, которые проводятся в клубе, которые благодаря вот этим вот пулам, которые благодаря взаимодействию, общению с инвесторами распространяется. Есть история про 4%. Наверное, слышали про 4% и батат. И я скидывал книгу, где это описано. Это настоящий научный эксперимент, как бы это не какая-то мистификация, там кто-то говорит, такого никогда не было. Стучитесь или приходите в клуб. У нас, по-моему, в разделе книги я публиковал эту публикацию, можно ее посмотреть. Японские ученые провели эксперимент. Они на японском острове, не помню название, жили обезьяны, которые ели батат. Батат – это такая картошка земляная. И ученые научили обезьяну одну мыть этот батат. Обезьяне понравилось. И хохма в чем? Хохма в том, что постепенно обезьяны всего этого острова начали мыть батат. Ну, по понятным причинам. Они же видят, это обезьяна моет. Почему? Ну, это у них что-то в голове происходит. Они тоже начали этот батат мыть. Но самое интересное начало происходить тогда, когда ученые стали смотреть на обезьян на других островах. А на других островах обезьяны почему-то тоже начали этот батат мыть. И на основании этого ученые предположили, что есть некий процент, они назвали это 4%. Когда 4% осознанных увеличивают осознанность у всей массы других особей одного и того же вида. И вот это, в том числе, вот это вот лирическое отступление говорит о пользе инвестиционного клуба. То есть все, находясь в одном контексте поля, мы так или иначе делимся друг с другом своими ошибками, своими наработками, своими знаниями. Люди, которые не знают в крипте, не понимают ничего в крипте, благодаря тому, что создал Андрей, они сейчас разбираются, они знают, что такое кошелек, они знают, как сохранить сид-фразу, они знают, как бороться со скамом. И они это транслируют дальше в мир. И это очень важно. Я опять возвращаюсь к силе нашего сообщества. И, наверное, в контексте того, что я начал говорить, отвечу. Тут вот человек написал в чате лирический вопрос. Вот было и есть много сообществ, которые предлагали и продвигали разные проекты. И проекты действительно интересные и неплохие. И не могу обвинять организаторов в злом умысле. Они искренне продвигали эти проекты, но когда они доходили до какого-то определенного максимума, каждый свой субъективно, они сливались со всеми сборами и переставали отвечать на звонки, бросив всех своих последователей и инвесторов. Я не обвиняю вас, мне интересно мнение ораторов о данном феномене. Почему такое происходит? Казалось бы, можно еще работать и работать, но семизначные, восьмизначные цифры затмевают сознание. И здесь тоже очень хорошо. В разрезе клуба, в клубе происходит работа не только с механическим инвестиционным пониманием того, как в одно место положил деньги, в другом месте вытащил, например, с какой-то прибылью. А про это очень хорошо рассказывал в клубе Павел Кочкин, про эффект перехода
про пирамиду Маслоу и про то, как товарищ Маслоу сам, он перед своей смертью сказал: ребят, я был неправ, и оказывается переход в осознанность происходит не наверху, не на уровне сознания, кто я, а он находится на уровне сердца. То есть, когда мы закрываем свои базовые потребности, и здесь очень хорошо накладываются другие слова о том, что, ребят, чтобы выйти из зоны комфорта, нужно сперва в нее войти. И вот, отвечая на поставленный вопрос, кто написал, люди, которые находятся в неосознанности, которые не знают, как работать с потолком, в который они уперлись, да, вот они уперлись в потолок, вот у меня сумма на кошельке 20 миллионов, блин, я не могу, я продам, иначе все упадет, рухнет. Тут вопрос про осознанность внутри сообщества и про несут ли авторы, организаторы, команда проекта эту осознанность другим людям. Дают ли они на своем примере понимание того, как можно с этим взаимодействовать. Ну и помимо этого, прям вот очень сильно рекомендую. Я всегда считал себя сильно прожженным в этой теме человеком, потому что огромное количество и курсов, и тренингов, и практик, и боевых искусств, и рейки, и так далее, и чего только не перечитал. Но когда я встретил Павла Кочкина, я сказал честно, вау. И не только, когда я встретил Андрея. И вот здесь вот как бы, мне кажется, это важно. Так, продолжаю отвечать на вопрос. Автор вот этого вопроса Алекс. Это был лирический вопрос. Если на лирический вопрос был лирический ответ, то поставь ок. Дальше. Сейчас говорили про личный финансовый план. Моя тема. Все правильно, круто. А дальше Валентин Липин. Валентин Липин отвечает. И Антон, спасибо, Андрей Илья, за монету и за клуб. Выход на секс. Что это значит для новичков? Отвечаю на вопрос. На данный момент времени мы с вами, наша монета торгуется на децентрализованной бирже. Она называется DDAS. В скором времени мы выйдем на вторую децентрализованную биржу. Она будет называться StoneFi. Это тоже очень крупная децентрализованная биржа. А что будет для нас означать выход? Привет, сынок. Что будет для нас означать выход на централизованную биржу? Прежде всего, это приток новых игроков нашего проекта. То есть приток, прежде всего, людей, которые захотят по какой-то причине, возможно, заработать, купить и продать нашу монету. Но часть людей, возможно, вот эти вот те самые пресловутые 4% захотят разобраться, а кто это, что это за люди? А зачем они эту монету сделали? А с чем они едят свой хлеб с маслом? Или они хотят сейчас об всех нас обкэшиться и свой хлеб с маслом поменять на хлеб с икрой, но там на полгода вперед. И они начнут задавать себе эти вопросы. И вот это важно. То есть выход на секс, прежде всего, это расширение аудитории. А для того, чтобы нам выйти на секс, нам нужно набрать 1 миллион ликвидности. А это будет плохонький секс. Секс – это централизованная обменная биржа. Но я так думаю, что как только мы будем приближаться к 1 миллиону, у нас с командой будет обсуждение. Мое мнение, что нам важно выходить на секс первого эшелона. Понятно, что не Binance, ну, чем Бог не шутит. Мое мнение такое. Так, у нас Миша руку поднимает. Миша, у тебя вопрос? Илья, благодарю за подробные ответы. Buenas noches, Рио. Правильно это по-испански, наверное, да, это? Привет, ребята, всем привет. Что ты хотел сказать, Илюха? Что ты хотел мне сказать? Все правильно. Да, Ночь, очень- она в мексиканском языке, ночь, она мужского рода. Buenos Buenas. noches. Buenas. Sí, amigo. Buenas noches, amigo. Amigos. 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 Приятно, на самом деле, да, что такая вот движуха пошла, короче, так взорвала клуб, на самом деле, взбодрила, если честно, мне кажется, знаешь, так, вот этот Рик. Я думаю, если, ну так, я правду скажу, наверное,
у многих, наверное, было уже, как бы, многие были так и уже встречи там, ну, уже думали, ну, что там, сейчас опять что-нибудь там поговорим, одно другое там, одно как-то, ну, немножко в такую, немножко, как бы, знаешь, в сон такой углублялись. И тут бум! На тебе пинок, взорвись, взлети. По крайней мере, это у меня точно так. Андрюха, когда мне говорит, на 1000 рублей купи. Я думаю потом, дурак, чего же я его не слушаю? Надо было, блин, вложить бабок. Какой раз не слушаю? Ну ладно, на все воля Божия. Я что хотел спросить? Получается, чтобы я понял до конца, Рик у нас растет тогда, когда чем больше людей вкладывает, тем он больше растет, правильно? Нам надо привлекать народ. Или как нам делать самим рост его? Потому что мы же не можем, ну, сами вот, ну, постоянно, если мы будем только вкладывать там и кто-то снимать будет, там мы даже вот, ну, кто с Рио, надо это масштабированно как-то проводить или нет? Да, Миш, все правильно. И мы возвращаемся опять к сообществу и к элементу голосования, когда самый честный элемент голосования – это голосование рублем. Я вот немножко в сторону отойду. Я долгое время в России организовывал сплавы среди своих друзей. И после меня там остался гимн сплавщиков. Вот это вот я создал процедуру посвящения в сплавщике. И всегда люди звонят такие, все, я пойду. Начинали мы готовиться к сплаву в январе. Хотя сплав по традиции первомайские, 1 мая или 9 мая. И люди, все, я пойду. Знаешь, как сделать так, чтобы это было точно? Ты должен рублем проголосовать. Вот и все. А рублем ты голосуешь когда? Вот отматывай все, что мы до этого говорили, только в этих случаях. Если ты знаешь команду, если ты знаешь то, что они делают, если ты веришь в то, что они делают, если ты готов этим делиться, если ты понимаешь, что есть какой-то фундаментал, ну и так далее. Любая вещь, вот машины, например, никто покупать не будет, что с ними будет происходить? А продать нужно, что будет происходить? Цена будет падать. Да. Мы живем в рыночном мире, точнее в мире, где законы рынка регулируют спрос, предложение и цену. Понятно, понятно. Ладно, будем, значит, рекламировать Рик. Илья, а может быть, порекомендуй, как простым языком, простыми какими-то фразами, словами быстренько, ну, как бы заинтересовать потенциального кандидата в наш клуб и в инвесторы в нашу монету, и при этом, ну, как бы не растягивать так надолго. Да, это очень хороший вопрос. Ну вот смотри, Риккоин – это монета инвестиционного клуба. Она имеет под собой фундаментал и может, точнее, и позволяет тебе входить в инвестиционные пулы участников проекта и получать на этом прибыль. Благодаря Риккоину ты можешь участвовать в инвестиционных пулах других участников проекта. Раз. Более того, ты можешь сам предложить свою идею, и если ты будешь достаточно вовлекающим, если ты пройдешь некий экспертный совет, ты можешь собирать свой пул. Тебе никто не мешает. И клуб тебе скажет спасибо. Илья, подскажи, а есть какой-то сейчас уже понятный минимум, ну, ниже которого ты как бы права голоса не имеешь, но вот если у тебя хотя бы такая цифра будет в резерве, ну, на счетах, то тогда ты уже можешь и проявлять, и иметь право голоса, и заявлять о своих проектах. Вот сейчас, на данный момент. Это хороший вопрос, он находится в обсуждении. Тут нужен комментарий Андрея. У нас 100%, вот я тебе могу 100% сказать, создается сейчас ресурс, который будет градировать китов, крупных владельцев токена и других участников. И технически, не знаю, можно об этом, не можно говорить, Андрей, пока речь шла о 1 миллионе риков на балансе, чтобы попасть в чат китов.
Андрей вообще с нами, не с нами, что-то его давно не Да, слышно. да, я здесь, я киваю, я просто думаю, самое хорошее, Игорь, срабатывает, знаешь, когда показываешь на Олю, Оля сколько? X33, все. И дальше человек пускай думает, интересно, неинтересно. Бантиков можно разговаривать часами. Вот он факт. Есть факты, вот на факты я люблю опираться. Факты – это деньги в кассе, это у меня на балансе прибавилось. Это вера, да, это перспектива, это наш драйв, это наша дрожь. Ну а дальше, понимаешь, Игорь, по сути, что происходит? Есть 95% населения, которым выгодно оставаться, где они есть. И тратить на них энергию, ну зачем? Вот мы показали, дверь открыли, да, как в притче. Кто пошел, пошел. Вот даже Миша уже год с нами, а все равно хмурится и говорит, блин, какой же я дурак, не вложился, да? И это нормально, понимаешь? Мы все сотканы из неких страхов, ограниченных убеждений. А перестать, да, вот этого бояться, это большая внутренняя работа. Над чем мы работаем? Кристина, Диана, коучи. В первую очередь это мышление, большие деньги. Что мы и прокачиваем в клубе. Почему? Потому что придут вам деньги, а вы не готовы. Как Паша нам рассказывал, да пипец вам. Дай бог вы вернетесь на то же место. Либо сопьете, либо наркомании. Ну факт. В первую очередь это готовность. Хочешь иметь больше, да становись больше. Как ты можешь стать больше? Отдавай людям, да, повышай доверие, к своему слову повышай доверие. Сказал, сделал, да? Если этого нету, ты сам себя не уважаешь, Игорь, понимаешь? Вчера с Игорем общались, Игорь говорит, завтра и нет. Я говорю, Игорь, ты понимаешь, ты себе же доверие пропадает. А что тебе мир ответит, если ты сам себе не доверяешь и с собой не выстроил отношения? Ну, так и будешь урывками бегать, как у нас на первую встречу приходил с камер, да, я с камеры лица не покажу, а умнейший человек, помнишь этого Алекса, да, блин, вот его мозги, да, в хорошее дело направить. Слушай, а я даже думаю, что он и причастен к снайпер-ботам, потому что вот анализирую картину, ну, анализирую другие проекты, я знаю другие проекты, которые имеют примерно такую же капитализацию, но они не подвержены атакам с камер, вот эти вот снайпер-боты. То есть это точно человек, который имеет некую информацию, и который, ну вот я грешным делом подумал, и на Мишу, конечно, я грешным делом подумал, и на ребят Даста я подумал, но мы это выясним со временем. Ну, а нам... Почему тебя так беспокоит? Они большие убытки, что ли, нам принесли? Они много денег вытащили? Меня так вообще не волнует. У меня цифра растет в кошельке, да, баланс растет. Почему ты так переживаешь за это? А тут, наверное, знаешь, даже не переживание, это мой азарт, да, то есть мне интересно это технически руками посмотреть. Я вижу, они приносят нам убытки, некоторые. Но сколько? Они приносят нам... Сколько они? Это 10%, это процент от капитализации. Сколько они забрали? Ну, я так думаю, что за все время работы где-то 7-8 тысяч долларов, они на 7-8 тысяч долларов они подражились. Подожди, у нас сейчас на 330, по-моему, тысяч, да, капитализация. То есть они забрали всего 7 тысяч. И тебя это реально волнует? А я же тебе говорю, это, наверное, больше азарт. Они забрали не капитализацию, они забрали ликвидность. Меня больше волнует ликвидность. Чем больше наша ликвидность, тем лучше. И за ликвидность я сильно переживаю. А почему? Потому что большая ликвидность – это залог того, что человек, когда хочет продать свои токены, стоимость не будет резко снижаться. И вот к этой цифре, это наша вторая цифра, к которой мы очень сильно должны стремиться, ну и стремимся, как бы. И наблюдая за этим, мне, ну, по-человечески любопытно, ты же знаешь меня, я очень люблю все новое, интересное, разное, посмотреть. Интересно, докопаться до сути, да? До сути, да, докопаться, как это работает. Не, Илья, очень тебя ценю, очень тебя благодарю. Ты очень крутой, реально, ребята, вы просто с гением общаетесь, это вот Илюха. И, кстати, это подтверждено американцами, которые дали визу гения, так что тут это не просто мои слова. В общем, вы все гении, просто раскройтесь и погнали. Ну что, благодарю всех. Тогда мы на сегодня прощаемся, если вопросов нет. Так, у меня такой вопрос, наверное, больше как вектор. Но, во-первых, правда, присоединяюсь к восхищению всему к тому, что вы тут натворили. Вот, и я, поскольку энергетически была, а когнитивно нет, мне что сделать? Мне посмотреть уроки, да, которые вот у нас в разделе крипта, и там будет и про кошелек, и про все такое, да? Я правильно понимаю? Илья?
Да, привет, Кристин. Привет, Ну тут привет. все зависит от того, что ты хочешь. Ты хочешь Я хочу купить быстро, монету. ты хочешь Я- ты хочешь быстро и сразу, быстро, глубоко и сразу, или ты хочешь медленно, с прелюдией и подольше? Вот как ты? Что Второй вариант. Второй вариант, наверное. Тогда да, тихонечко Нет, да и начни все монету я хочу смотреть. купить уже. Я хочу купить Ты уже все-таки, монету. нет, ты все-таки лукавишь, Я ты и так, хочешь и так. быстро и Да. сразу так. Прям. Мне и. Да, я люблю и так, и так. Окей. Тогда тебе нужно поставить кошелек TonKeeper. Так. Это все есть там где-то, да, в описании? Видеоинструкции все есть. Мгм. Ты Мгм. просто ставишь кошелек TonKeeper, покупаешь на централизованной бирже тон, Мгм. переводишь его себе на TonKeeper и за тон на Дедасте покупаешь уже монету. Это кажется, что сложно. На самом деле Мгм. вообще очень просто. Мгм. Вот. Хорошо. И я правильно поняла, на 200 или на $250 лучше покупать, правильно? Если я захочу несколько раз, то Нет, несколько раз по ты 200. можешь покупать, да, Я ты имею в можешь виду покупать. одна сделка. Да. То есть Мгм. пока мы контролируем, то есть очень хорошо, я уже который час наблюдаю за графиком и вижу, что покупки 100, 150, 200, 250 долларов в интерес снайпер-бот не попадают. А значит, мы не даем Мгм. ему воровать нашу энергию, ликвидность. Отлично, мне это очень нравится. Кристина, Все, спасибо большое. у нас в Рио-клубе есть отдельная тема, называется RIC Coin Club. Там наверху Мгм. все инструкции. Я записал видео, расписал, куда, какую ссылочку нажать, что сделать. Есть Максим, это мой технический специалист. Он прям по шагам рассказывает, что делать, как. Так что у нас все создано. Давай, двигайся, разбирайся. Все, супер. Ребята, спасибо, я присоединяюсь. Я давно не видели, Кристин, чего-то. Давно тебя не видели. Да, Ты я в таких своих крутых процессах была, но видите, как все классно. Тоже соскучилась за всеми. Буду чаще теперь. Да. Спасибо вам огромное. Егор Дмитриев Спасибо присоединился. Белоруссия с нами. Егор, включишь микрофон, камеру? Как у тебя вопросы есть? Удалось разобраться? Планируем с Егором выход на белорусский рынок, и Егор возглавлял долгое время, возглавляет направление от лайка, огромное комьюнити. Вся Белоруссия скоро будет с нами. Егор, давай, включайся. Хочу тебя увидеть. Кстати, Илья, мы остаемся после зума с Егором и с Алексеем. Будем обсуждать как раз вот эти вот ботов. Егор, прием. Так, Егор не хочет выходить или не может. Так, еще у кого вопросы? Олег с нами. Олег, дядя Алик, где ты? Андрей, подскажи, а вот в нашем, как говорится, вот этом канале, да, про RioCoin, RigCoin, там было, что, вариант, когда берешь обычные рубли и переводишь тебе, а дальше уже там от тебя получаешь тон. Смотри, кто ленится заморачиваться, заходить на биржу, покупать на бирже через P2P, то есть со своей карты, да, покупать, потом обменивать это все на тон. Кто вот это ленится, тот обращается ко мне. Вот, если хочешь, могу помочь от 20 тысяч рублей. Желательно всем им разобраться и делать, потому что у меня уже прилетел блок по одной карте. Не хочется, чтобы были блоки, поэтому обязательно запрос отправляйте, куда переводить. Также еще раз скажу, у меня есть компания финансовая, можем принимать и от юрлиц. ИП, ООшки, только без НДС. Тоже можем перевести это все в тон. А уже потом тон я отправляю тебе на кошелек, и ты сам заходишь, покупаешь с тона RigCoin. И у тебя в кошельке ты видишь, будешь видеть свой баланс. Как захочешь, продаешь, выходишь также в тон, меняешь USDT, да, и переводишь уже в доллары, в рубли и так далее. Скажи, а если вот у меня, я сам с Белоруссии, и мне удобно получить тут внутри Белоруссии USDT. То есть я белорусские рубли человеку отдам, он мне отдаст USDT. Если я тебе USDT переведу. USDT. Давай уже в личке решим там, что ты как хочешь. Если что-то не поймешь, я тебе дам Макса, он все расскажет, как что делать. Нет, Так, что ж, если у тебя есть USDT, почему ты тон-то себе не купишь? Вот я удивляюсь. На том кипере, да?
Илья, на тонкие На перья. так- OKX, на Bybit, у тебя какая биржа есть? Вот у тебя USDT где лежат? Просто на кошельке. На каком? Ну, на Trust Wallet будет, скорее всего. Вот. Раз валят, а тебе нужно... Ну, ладно, окей, не будем тратить Я на это понял, время. благодарю. Тут я уже как бы разберусь, то есть да. Дальше, да, технически разберусь. Если будут вопросы, Андрей, я тебе тогда в личку напишу. Благодарю. Я тебе дам Макса, и ты будешь Макса мучить вопросами. Все, Благодарю. благодарю всех. Вопросы? Андрей, дай мне контакты Макса, да, и я буду его мучить тогда. Тебе тоже, давайте я тоже дам Макса. Так, я Макса попросил уже написать себе визитку. Ладно, сейчас скину его просто контакт. Все пишите Максу. Я понял. Я тут немного Илье морочил голову. Давай тогда Макс. Илью мне не трогайте, Илья мне нужен для больших задач. Смотрите, сначала идем в Google, запрос, потом идет чат GPT, потом Макс, потом в чат пишите. Только потом Илье, и вот потом только на 7-м месте мне, ладно? Берегите нас, пожалуйста. У меня время, океан, у меня дети, ну что вы? И себя жалеете, все. Как это? Я, конечно, шучу, но в каждой шутке есть доля шутки. Так, ну что, всем прощаемся тогда сегодня. Благодарю еще раз за доверие. Мы классно разогнались, не сбавляем темпы, идем дальше, больше, шире, вкуснее, интереснее. Всех обнял, приподнял, покрутил, поцеловал, поставил. Пока-пока. Завтра приходим на занятия. Илья опять взорвет мозг по крипте. На каждом занятии от Ильи я просто кайфую. У меня в конце такой экстаз. Я хочу все бросить бизнес и заниматься только криптой. Потом беру себя в руки, иду на океан и отпускает. Но все приходите, это кайф, то, что Илья делает. Илюха, красава. Спасибо большое. Спасибо. Всем, ребят, пока. Всем пока-пока. Андрей, а мы прям в этом зуме будем дальше? Или А как минут с через 10 ребятами? соединимся. Видишь, что-то Егор не отвечает. Да, минут через 10 подключимся.